Поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь этим видео, чтобы больше людей узнали этот секрет. Давайте развиваться вместе. Парни, эта тема захватывает воображение и вызывает множество вопросов, но мы обсудим ее зрелостью и ясностью. Иногда вы можете оказаться в ситуациях, когда замужние женщины проявляют интерес, и именно в таких случаях все становится сложным. Понять, почему это происходит и как с этим справляться, может спасти вас от проблем или даже дать новое понимание динамики желания и притяжения. Прежде всего, хочу напомнить, что это видео не поощряет измены или неуважительное поведение. Наша цель – помочь вам понять сигналы, намерения и, главное, научиться ориентироваться в этом с умом и уважением. Сейчас небольшая просьба. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал и поделитесь с другом, который еще ничего не понимает в таких вопросах. Здесь вы не найдете пустых обещаний или бесполезной информации. Только правда, такой, какой она должна быть услышана. Давайте глубже погрузимся в эту тему с серьезностью, которой она заслуживает, и разберемся, почему иногда замужние женщины начинают проявлять интерес к другим мужчинам и как это связано с вашим поведением. 1. Почему они ищут что-то за пределами брака, скрытые причины. Для начала нужно понять, что замужняя женщина, которая ищет что-то вне брака, редко руководствуется только поверхностным импульсом. Есть более глубокие причины, которые побуждают ее к этому поведению, и игнорировать их – это первая ошибка, которую совершают многие мужчины. Это не всегда означает, что ее брак находится в кризисе, но могут быть эмоциональные или физические пробелы, которые не заполняются. Часто эти пробелы остаются незамеченными, даже ею самой, пока кто-то не появится и не разбудит то, что было скрыто. Она может ощущать, что рутина износила их отношения, что первоначальное волнение исчезло или что ее партнер перестал уделять ей внимание. Это не оправдание для измены, но это объяснение ее поведения. Кроме того, женщины, которые чувствуют себя обделенными вниманием, склонны искать подтверждение своей значимости вне отношений, и это может включать как невинные разговоры, так и более решительные шаги. Понимание этих скрытых причин жизненно важно, чтобы не интерпретировать ситуацию неправильно и не оказаться втянутым в то, чего вы не хотите или не можете контролировать. 2. Сигналы, которые выдают их желания, даже без слов. Замужние женщины редко прямо выражают свои чувства, особенно когда речь идет о желании к кому-то вне брака. Тем не менее, они оставляют явные подсказки, которые, если вы будете внимательны, легко заметить. Более продолжительные взгляды, улыбки, которые длятся чуть дольше обычного, или даже такие тонкие жесты, как прикосновение к волосам или поправка одежды в вашем присутствии, могут быть признаками того, что что-то происходит. Главное – не путать доброжелательность с флиртом. Многие женщины обладают теплыми и дружелюбными характерами, которые могут быть неправильно истолкованы. Как тогда различить? Наблюдайте за постоянством этих жестов. Если она часто оказывается рядом с вами, находит повод завести разговор или создать ситуацию для взаимодействия, это, скорее всего, больше, чем просто дружелюбие. Помните, замужние женщины обычно осторожны в проявлении интереса, поэтому сигналы будут более тонкими. Умение читать этот язык молчаливой коммуникации – это навык, который может избавить вас от недоразумений или неприятных ситуаций. 3. Как распознать, когда она посылает сигналы интереса? Распознать, когда замужняя женщина проявляет интерес, значит заметить изменения в ее поведении. Заинтересованные женщины обычно корректируют свое поведение в вашем присутствии. Например, она может одеться более изысканно, зная, что вы будете рядом, чаще вас хвалить или растягивать разговоры, которые в других обстоятельствах были бы короткими и формальными. Еще один явный показатель – то, как она реагирует на ваше поведение. Если вы притворяетесь равнодушным или демонстрируете незаинтересованность, она может усилить свои усилия, чтобы привлечь ваше внимание. Это может включать частый смех над вашими шутками или жесты, показывающие ее нервозность, такие как игра с руками или волосами. Но будьте осторожны, интерпретация таких сигналов требует чуткости. Если вы будете поспешны или навязчивы, это может создать дискомфорт или даже привести к сложным последствиям. Поэтому наблюдайте внимательно и всегда уважайте ее и свои собственные границы. 4. Почему загадка в вас усиливает ее влечение? Загадочность – это мощный инструмент в привлечении, особенно для женщин, которые чувствуют, что в их жизни все уже предсказуемо. Мужчина, который не раскрывает все сразу, который сохраняет некую непредсказуемость, автоматически становится более интересным.
Для них загадка — это не просто интрига, это вызов рутине и поиск чего-то нового. Когда вы не выдаете все сразу, у нее возникает естественная потребность узнать больше о вас. Это не значит, что вы должны быть недоступным или холодным, но стратегически выбирать, что именно раскрывать. Отвечайте на вопросы кратко, проявляйте интерес, но не демонстрируйте отчаяние, и сохраняйте уверенность, которая заставит ее задуматься, что у вас есть что-то особенное. Женщины любят вызовы, и загадочность в вас создает этот вызов естественно и увлекательно. 5. Как быть тем мужчиной, которого они желают, без очевидности? Здесь важна главная идея. Вам не нужно быть экстравагантным или совершать грандиозные жесты, чтобы привлечь женщину, особенно замужнюю. Быть мужчиной, которого они желают, это скорее вопрос вашей позиции, чем действий. Это означает быть подлинным, уверенным и точно знать, кто вы и чего хотите. Ничто не привлекательно для женщины больше, чем мужчина, которому не нужно ничего доказывать. Для этого покажите, что у вас есть цели, что вы умеете слушать и не жаждете внимания. Женщины, которые чувствуют пустоту в своих отношениях, часто ищут что-то новое, но не просто приключение, они ищут связь. Быть интересным, не будучи очевидным, это находить баланс, показывать интерес, не быть навязчивым и сохранять самообладание даже в самых сложных ситуациях. 6. Сила сдержанного флирта и как это заводит ее. Флирт не должен быть открытым, чтобы быть эффективным, особенно когда дело касается замужних женщин. Сдержанный флирт – это искусство, требующее тонкости, правильного времени и умения передать интерес, не говоря об этом напрямую. Небольшие жесты, такие как улыбка в нужный момент, искренний комплимент или остроумное замечание, могут быть достаточными для создания атмосферы притяжения. Секрет в том, чтобы держать контроль. Избегайте быть навязчивым или повторяться, так как это может испортить атмосферу. Покажите, что вы достаточно уверены в себе, чтобы флиртовать, не делая этого насильно. Сдержанный флирт – это как шахматная игра. Каждый ход должен быть продуман, чтобы произвести впечатление, не раскрывая всех своих намерений. И не забывайте, хорошо выполненный флирт – это не только создание напряжения, но и умение сделать другого человека комфортным и заинтригованным одновременно. Номер 7. Как избегать сложных ситуаций и при этом создавать связь. Поддерживать интересное общение с замужней женщиной, не заходя в сложные ситуации – это баланс, который могут достичь немногие мужчины. Первый шаг – установить четкие границы, как для себя, так и для нее. Это означает осознавать, где остановиться, и не позволять разговору или действиям выходить за рамки здорового и уважительного общения. Важный совет – сосредоточьтесь на создании искренней связи, которая не зависит от намеков или потенциального сексуального напряжения. Вы можете быть обаятельным и внимательным, не переходя границы откровенного флирта. Один из лучших способов избежать осложнений – это держать свои намерения ясными и действовать с достоинством. Замужние женщины, которые ищут что-то за пределами брака, обычно чувствуют, когда мужчина готов к чему-то большему, и если вы не определите свою позицию, то можете оказаться втянутыми в то, чего не хотите. Проявляйте уверенность и спокойствие, но никогда не позволяйте ситуации выйти из-под контроля. Создание связи – это проявление интереса на правильном уровне, не создавая впечатления, что вы что-то ожидаете взамен. Будьте хорошим слушателем, показывайте внимание, но всегда с уважением к ее обстоятельствам и своим собственным принципам. Номер 8. Почему некоторые замужние женщины ищут что-то новое? Брак далеко не всегда является сказкой, какой он может казаться со стороны. Многие женщины выходят замуж с большими ожиданиями, но со временем сталкиваются с эмоциональными вызовами, износом в отношениях или разобщенностью с партнером. Это не означает, что они несчастны, но может указывать на неудовлетворенность в определенных аспектах, таких как внимание, восхищение или даже приключения. Новое представляет собой побег от того, чего не хватает, будь то чувство возбуждения или подтверждение своей привлекательности. Кроме того, поиск чего-то нового может быть связан с рутиной. Хотя стабильность брака желанна, иногда она может казаться монотонной. В таких случаях встреча с кем-то, кто видит ее иначе или приносит новую энергию, может быть чрезвычайно заманчивой. Важно понять, что это не обязательно чья-то вина, а скорее проявление человеческого желания к новизне и эмоциональной связи. Понимая это, вы избежите поспешных суждений и сможете справиться с такими ситуациями более зрелым и осознанным образом. Номер 9. Как распознать ее поведение в моменты уязвимости?
Моменты уязвимости могут многое рассказать о том, что женщина на самом деле чувствует или чего хочет. Возможно, она поделится чем-то личным о своем браке или покажет, что она эмоционально подавлена. Эти моменты требуют от вас зрелости и уважения. Обратите внимание на ее слова, тон голоса и то, как она реагирует на ваши ответы. Замужние женщины, которые чувствуют себя уязвимыми, могут искать утешение или понимание, и крайне важно различать, когда вы просто оказываете поддержку, а когда начинаете использовать ситуацию. Если она начинает открываться, внимательно слушайте, но избегайте осуждений или советов, которые могут усложнить ее чувства. Проявляйте эмпатию, но сохраняйте границы. Часто ей просто нужен человек, который ее выслушает и подтвердит ее эмоции, без ожиданий или скрытых намерений. Понимание ее поведения в такие моменты – это ключ к тому, чтобы понять, является ли ваша связь исключительно эмоциональной или за ее словами и действиями стоит что-то большее. Номер 10. Что они говорят и делают, когда хотят большего, чем разговор. Замужние женщины, которые хотят большего, чем простой разговор, редко скажут это прямо. Однако их жесты и слова могут раскрыть гораздо больше, чем они готовы признать. Обратите внимание на тонкие изменения в поведении, такие как увеличение физической близости, частые комплименты или тон голоса, который кажется более интимным. Если она начинает находить оправдания для того, чтобы проводить с вами больше времени, или заводит разговоры, выходящие за рамки обычного, это может быть признаком того, что за этим скрывается что-то большее. Другим индикатором могут быть слова с двойным смыслом или вопросы, проверяющие ваши границы. Если она спрашивает о вашей личной жизни или делает замечания о том, насколько вы отличаетесь от других мужчин, это может быть явным признаком интереса. Но снова, уважение играет ключевую роль. Даже если она проявляет интерес, вам решать, как с этим справляться, чтобы ваши действия соответствовали вашим ценностям и целям. Номер 11. Как создать атмосферу, не делая это очевидным. Создание интересной и увлекательной атмосферы, не делая это слишком очевидным, это искусство, требующее утонченности. Главное – позволить всему происходить естественным образом, без спешки или давления. Начните создание комфортной и доверительной обстановки. Будьте внимательны в своих словах, искренне интересуйтесь тем, что она говорит, и используйте язык тела, чтобы передать уверенность и присутствие. Улыбка в нужный момент, более продолжительный взгляд или даже легкое изменение тона голоса могут иметь огромное значение. Избегайте быть слишком явным или неестественным. Если кажется, что вы пытаетесь создать атмосферу, момент теряет естественность и может стать неловким для вас обоих. Вместо этого сосредоточьтесь на присутствии в моменте, реагируя на ее вибрации и сигналы. Хорошо созданная атмосфера – это не о контроле, а о создании пространства, где вы оба чувствуете себя комфортно, чтобы поделиться позитивной энергией и наладить связь. Номер 12. Основные меры предосторожности в сложных ситуациях. Работа с ситуацией, связанной с замужней женщиной, это как ходить по минному полю, каждый шаг должен быть обдуман. Первое, что нужно сделать – определить свои границы с самого начала. Спросите себя, чего вы действительно хотите от этого взаимодействия, и готовы ли вы справляться с возможными последствиями. Никогда не позволяйте моменту или эмоциям затмевать ваше суждение. Еще один важный момент – сохранять осторожность. Даже если она проявляет интерес, важно помнить, что за этой связью стоит серьезное обязательство, которое может быть затронуто. Не будьте импульсивны, прежде всего, уважайте чувства всех участников. Кроме того, помните, что в большинстве случаев лучше отступить, чем двигаться вперед. Иногда избегание проблем – это лучший показатель зрелости и уверенности в себе. Если вы дочитали до этого момента, вы уже знаете, что общение с замужними женщинами, проявляющими интерес, это деликатная область, полная нюансов и возможных ловушек. Эта тема не только о притяжении или желании, но и о выборе, уважении и способности понимать границы человеческой связи. Каждая из описанных ситуаций требует баланса между самоконтролем и эмпатией, показывая, что быть ценным мужчиной – это гораздо больше, чем просто поддаваться импульсам момента. Давайте продолжим это видео, но сначала, если вы досмотрели до этого момента, напишите в комментариях слово «100%» или что-то подобное, чтобы я знал, что вы действительно усвоили материал. Для более интересных тем подписывайтесь на канал, ставьте лайк и делитесь этим видео. Замужние женщины, которые не могут устоять перед этим самым мужчиной.
Друзья, название говорит само за себя. Существуют замужние женщины, которые, несмотря на стабильные отношения, находят что-то непреодолимо притягательное в том самом мужчине. Но что именно делает мужчину тем самым? Это не обязательно самый красивый, богатый или общительный человек. Это тот, кто понимает нюансы, желания и, прежде всего, уважает границы, которые такие ситуации требуют. Сегодня мы рассмотрим причины такого поведения и способы распознать и справляться с такими ситуациями, избегая проблем как для вас, так и для нее. Прежде чем начать, я прошу вас сделать одно. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал и поделитесь с теми, кому нужно услышать эти истины. То, о чем мы будем говорить, может открыть вам глаза на реальность, которую многие игнорируют. Этот контент не о том, чтобы поощрять неуважение или безответственные поступки, а о том, чтобы понять сложности человеческого выбора. А теперь, без лишних слов, начнем. Номер 1. Почему они ищут мужчин, которые излучают уверенность и загадочность? Для многих замужних женщин уверенность и загадочность – это качества, которые притягивают почти магнетически. Это происходит потому, что эти черты могут быть недоступны в их повседневной жизни. Уверенные в себе мужчины излучают спокойствие, не пытаясь ничего доказывать, а загадочность создает ощущение новизны и открытий, чего часто не хватает в длительных, предсказуемых отношениях. Загадочность – это не игры и не недоступность, а сохранение уровня непредсказуемости, который вызывает у нее интерес. Женщины любят ощущение того, что перед ними есть что-то, что можно разгадать, и когда вы сочетаете это с уверенностью, вы становитесь для нее особенным, интересным и нестандартным мужчиной. Для нее это непреодолимо, потому что это позволяет ей отвлечься от обыденности. Поняв это, вы не только привлекаете внимание, но и создаете атмосферу, где взаимодействие проходит естественно, без ощущения искусственности. Номер 2. Как понять, что она не удовлетворена и почему это может включать вас? Неудовлетворенность в браке редко выражается напрямую, но есть явные признаки, которые показывают, что женщина не полностью счастлива в своих отношениях. Это может проявляться по-разному. Она жалуется на однообразие в своей жизни, делится тем, что ей не хватает внимания от партнера, или более тонко показывает интерес к взаимодействию вне брака. И зачастую именно здесь вы оказываетесь вовлечены, даже не осознавая этого. Если она начинает искать больше вашего общества, часто хвалит вас или выглядит более расслабленной в вашем присутствии, чем когда говорит о своей личной жизни, это может быть признаком разрыва в ее браке, который вы, возможно, заполняете. Умение распознать эти сигналы не означает, что вы должны действовать в ответ, но помогает понять, что происходит. Эти знания позволяют принимать зрелые и этичные решения, защищая как вас, так и ее от импульсивных действий. Номер 3. Взгляды, которые говорят больше, чем слова в запрещенных ситуациях. Взгляды – это мощный способ коммуникации, а в деликатных ситуациях, таких как взаимодействие с замужними женщинами, они приобретают еще большую силу. Продолжительный взгляд, особенно если он сопровождается легкой улыбкой или изменением ее позы, может быть сигналом интереса. Эти визуальные обмены создают напряжение, которое при правильной интерпретации может многое рассказать о ее мыслях и чувствах. Важно уметь различать случайный взгляд от того, который несет в себе намерение. Взгляд, выражающий притяжение, обычно задерживается на несколько секунд дольше, повторяется в ходе взаимодействия и сопровождается жестами, такими как поправление волос или легкий наклон в вашу сторону. Эти сигналы могут быть способом для нее проверить почву и увидеть вашу реакцию. Если вы отвечаете уверенно, но без перегибов, это может создать сильную связь без ощущения принужденности или дискомфорта. Номер 4. Что делать, если она подает первые признаки интереса? Когда замужняя женщина начинает демонстрировать интерес, первое, что вы должны сделать – сохранить контроль. Легко поддаться моменту и принять импульсивные решения, но это только усложнит ситуацию. Вместо этого наблюдайте и реагируйте спокойно и уверенно. Это значит признавать сигналы, но не действовать поспешно или чрезмерно. Сохраняйте легкость и уважительность в общении. Если она делает вам комплименты или намекает на интерес, примите это с достоинством и отвечайте в том же духе, не проявляя излишнего энтузиазма. Здесь важно найти баланс. Вы хотите показать, что замечаете ее, но не выглядеть так, будто ждете или добиваетесь чего-то. Такая позиция демонстрирует зрелость и создает атмосферу, в которой вещи могут развиваться естественно, без давления или лишних ожиданий. Номер 5. Как проявить интерес,
не переходя границы. Проявить интерес к замужней женщине, если это необходимо, требует уровня тонкости, который выходит за рамки обычного. Здесь действует правило «меньше значит больше». Небольшие жесты, такие как поддержание зрительного контакта во время разговора, внимательное слушание и умные комментарии – это эффективные способы показать, что вы здесь и внимательны, не переходя границ. Избегайте жестов или слов, которые могут быть восприняты как неосторожные или навязчивые. Главное – создать атмосферу комфорта, где она чувствует, что может быть самой собой без осуждения или давления. Покажите, что вы человек с высокими ценностями, который умеет контролировать себя и стремится к созданию искренней связи, а не к поиску моментального удовлетворения. Такой подход не только избегает проблем, но и увеличивает вашу привлекательность в ее глазах, показывая, что вы отличаетесь от большинства мужчин. Номер 6. Почему они ценят дискретность и как это обеспечить? Дискретность – одно из самых ценных качеств для замужних женщин, которые чувствуют притяжение к другому мужчине. Это связано с тем, что они теряют гораздо больше в таких ситуациях. Дискретное взаимодействие – это не только сохранение внешнего вида, но и создание безопасного пространства, где она чувствует, что может вам доверять. Чтобы обеспечить дискретность, избегайте публичных жестов или комментариев, которые могут вызвать подозрения. Держите ваши разговоры личными, а взаимодействие – тонким. Станьте человеком, которому она знает, что может доверять, но без необходимости оправдываться перед другими. Это доверие делает вас тем самым мужчиной, человеком, который понимает тонкости и уважает границы даже в такой деликатной ситуации. Номер 7. Как понять ее контекст, прежде чем предпринимать какие-либо действия? Прежде чем действовать в ситуации, связанной с замужней женщиной, крайне важно понять ее контекст. Это означает обращать внимание на то, что она говорит, какие жесты использует и какая динамика существует в ее отношениях. Например, она просто ищет подтверждение своей ценности. Она эмоционально уязвима? Или же она действительно недовольна своим браком и ищет чего-то более значимого? Эти ответы не будут озвучены прямо, но их можно уловить через внимательные беседы и наблюдения. Часто мужчины допускают ошибку, торопясь с действиями, не понимая, что на самом деле происходит. Такое поведение может привести к недоразумениям и даже ненужным осложнениям. Понимание контекста важно не только для защиты женщины, но и для защиты себя. Если вы замечаете, что она эмоционально уязвима, будьте осторожны, чтобы не выглядеть, будто вы этим пользуетесь. Покажите, что вы рядом, но без поспешных или навязчивых намерений. Контекст – это ключ к тому, чтобы избежать проблем и создать подлинную, уважительную связь. Номер 8. Баланс между смелостью и уважением. Найти баланс между смелостью и уважением – одна из самых сложных, но важных задач. Замужние женщины, которые испытывают влечение к другому мужчине, обычно ищут нечто большее, чем очевидное, что-то, что приносит волнение, не затрагивая их достоинство или целостность. Это означает, что ваши действия должны быть продуманными, а не импульсивными. Смелость не означает навязчивость. Это способность проявлять инициативу, демонстрируя уверенность, но не создавая ощущения давления или ожидания чего-то взамен. Например, удачно сделанный комплимент, улыбка в подходящий момент или даже вопрос, показывающий искренний интерес – это примеры смелости с уважением. В то же время важно уважать ее границы. Это означает быть внимательным к признакам дискомфорта и никогда не навязываться. Мужчина, который умеет сочетать эти два качества, воспринимается как зрелый и надежный, становясь еще более привлекательным в ее глазах. Номер 9. Почему их привлекают мужчины, которые умеют молчать? Молчание – это мощный инструмент, и умение использовать его себе во благо может существенно повлиять на ваши отношения. Многие замужние женщины, которые испытывают влечение к другому мужчине, ищут чего-то, что выходит за рамки слов. Им нужна связь, понимание и присутствие. Мужчина, который умеет молчать, излучает спокойствие, уверенность и самообладание, качества, которые высоко ценятся женщинами, находящимися в эмоциональном шуме. В беседе правильно использованные моменты тишины могут создать положительное напряжение и даже показать, что вы комфортно чувствуете себя самим собой. Кроме того, молчание дает ей пространство, чтобы обработать свои собственные мысли и эмоции, что особенно важно в более деликатных ситуациях. Поэтому, вместо того, чтобы пытаться заполнить каждую паузу словами,
Научитесь ценить силу молчания. Это позволит ей почувствовать, что вы отличаетесь, что вы понимаете, что общение не обязательно должно быть только вербальным. Номер 10. Как создать моменты позитивного напряжения без давления. Позитивное напряжение – это та тонкая энергия, которая создает ожидание и волнение, не вызывая при этом дискомфорта. Создание таких моментов требует терпения и точного понимания ситуации. Эффективный способ добиться этого – использовать длительный, но ненавязчивый зрительный контакт в сочетании с деликатными жестами, которые демонстрируют интерес. Например, легкое прикосновение к руке во время разговора или стратегическая пауза перед ответом на вопрос могут создать атмосферу, наполненную интригой, без нарушения границ. Другой важный момент – это выбор времени. Позитивное напряжение создается постепенно, а не резко. Вам нужно дать ей возможность почувствовать себя комфортно и уверенно, прежде чем усиливать атмосферу. Здесь ключевой фактор – баланс. Демонстрируйте интерес и присутствие, не создавая ощущения спешки или манипуляции. Это создает атмосферу доверия и комфорта, где она может открыться и исследовать связь, не чувствуя давления. Номер 11. Почему их привлекают мужчины, которые не осуждают? Осуждение – один из самых больших барьеров для истинной связи, особенно когда речь идет о замужних женщинах. Они могут уже сталкиваться с внутренними дилеммами и эмоциональными конфликтами, и последнее, что им нужно, это кто-то, кто усилит их неуверенность. Мужчина, который не осуждает, это тот, кто создает безопасное пространство, где она может быть самой собой, не боясь критики или порицания. Показывая, что вы умеете слушать без негативных оценок или снисходительности, вы даете ей почувствовать себя понятой и ценной. Это не значит, что вы должны соглашаться со всем, что она говорит, но вы должны быть эмпатичным и уважать ее эмоции. Мужчины, которые предоставляют такой эмоциональный комфорт, создают гораздо более глубокую связь, которая выходит за рамки физического желания. Такой подход демонстрирует зрелость и является одной из причин, почему замужние женщины испытывают влечение к таким мужчинам. Номер 12. Как справляться с последствиями непредвиденной связи? Когда возникает непредвиденная связь, важно быть готовым справляться с ее последствиями зрело и ответственно. Первое, что нужно сделать, это объективно оценить ситуацию. Что эта связь значит для вас и для нее? Какие риски она несет, как с эмоциональной, так и социальной точки зрения? На эти вопросы нужно ответить до того, как принимать какие-либо решения. Если взаимодействие начинает выходить за пределы ваших приемлемых границ, будьте честны с ней и с собой. Четко объясните свои чувства, избегая при этом ненужного напряжения. Кроме того, будьте готовы принять, что в некоторых случаях лучшее, что можно сделать, это отступить. Это не признак слабости, а проявление зрелости. Справляться с последствиями непредвиденной связи – это баланс между разумом и эмоциями, что позволяет принимать решения, основанные на принципах, а не на мимолетных импульсах. Взаимодействие с замужними женщинами, которые испытывают к вам влечение, требует зрелости, уважения и самопознания. Каждое взаимодействие уникально, и баланс между созданием связи и сохранением границ определяет, как вас будут воспринимать. Эта тема касается не только притяжения, но и способности понимать и разбираться в сложностях человеческих отношений. Если вы хотите быть мужчиной, перед которым они не могут устоять, помните, что уверенность, сдержанность и уважение – это основные принципы любого успешного взаимодействия. Теперь ваша очередь применить эти знания в реальной жизни. Не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на канал и поделиться им с теми, кто нуждается в понимании этих динамик. До встречи!